Представьте, вы прыгаете с корабля посреди океана ночью, и, возможно, вы не выживете. И вы делаете это только ради свободы. Но ведь никто не будет правда это делать, или нет? Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Сегодня я расскажу вам реальную историю о Станиславе Курилове. Это человек, который сбежал из СССР и проплыл 100 километров в океане, без воды, без еды, и он это сделал ради свободы. Но как он смог это сделать? Сегодня мы узнаем об этом. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, Станислав Курилов родился в городе Владикавказ в 1936 году. Однако его детство он провел в Казахстане, в городе Семипалатинск. Здесь находится Семипалатинск, это на границе с Россией, недалеко от Новосибирска и Барнаула. В наше время этот город называется Семей. У Станислава была старшая сестра, а также младший брат. Его сестра в будущем окажется для него очень важным человеком в хорошем и в плохом смысле. Когда он был маленький, он уже очень любил плавать. Он переплыл реку Иртыш. Да, переплыл, значит, он был здесь, и он смог переплыть ее полностью, да, с одного конца на другой. На спор он это сделал с мальчишками, да, мы говорим на спор. Вот. И также, когда он был маленький, он очень любил читать приключенческие книги про дальние страны. Например, ему очень нравилась книга «Остров сокровищ» Стивенсона. Поэтому он всегда мечтал оказаться где-то далеко, на море, в тропиках, но он жил в Казахстане, и там не было моря. Однако, когда ему было 15 лет, он переехал в Ленинград, то есть Санкт-Петербург. И там он жил с бабушкой и дедушкой. Уже там, в Ленинграде, он в первый раз в своей жизни увидел море, Балтийское море, но это мы называем Финский залив, да? Финский залив. И он тогда почувствовал большую связь с этим местом, и он также пообещал, что он обязательно вернется сюда. И вот, он, когда закончил учебу в школе, он хотел стать юнгой, да, мы говорим юнга. Он хотел стать юнгой на корабле, однако его не пустили стать юнгой, потому что у него было плохое зрение, чуть-чуть плохое зрение. Он все еще хотел быть рядом с морем, поэтому он решил сделать другой выбор. Он поступил в Ленинградский гидрометеорологический институт по специальности океанография, и он стал океанографом. Вот. И в то время он реально хотел отправиться на море, но его в первую очередь отправили на Байкал, ко мне на родину. Вот. И там он провел целый год. Когда он жил на Байкале, он в основном занимался йогой. Да, он очень любил йогу, он изучал ее по самиздатам. Да? Самиздат — это книги, которые делали люди сами, неофициальные книги в Советском Союзе. Самиздат. Вот. И он занимался йогой, он плавал в холодной воде. В будущем йога ему очень сильно помогла в том, чтобы он смог совершить его побег. И вот, когда чуть позже его допустили до работы в Черном море на подводной лаборатории. Вот эта подводная лаборатория называлась Черномор-2. И это была очень уникальная лаборатория, в которой ученые проводили очень долгое время под водой. И они работали под водой, собирали разную информацию. Вот. И даже их работа привлекла внимание самого Кусто. Да? Жак-Ив Кусто, вы знаете, очень известный океанограф,
мореплаватель, да. И он хотел работать с ними, он хотел пригласить их, чтобы они вместе с ним поехали за границу и делали какие-то разные проекты. Однако, конечно, в это время в Советском Союзе было не так-то просто выбраться за границу. И он, как и многие другие, получил отказ. Все дело в том, что его сестра, как мы помним, сыграла важную роль в его жизни дважды, и в этот раз она была негативная, потому что из-за того, что его сестра вышла замуж за индийца и уехала жить в Канаду, а Канада была недружественная страна, поэтому ему не дали. Да, он получил отказ. То есть в советское время люди не могли просто взять и поехать за границу. Они должны были получить разрешение от государства. Тогда однажды в газете он увидел такое объявление. «Из зимы в лето. Турист Ленинград. Вот, вы совершаете необычное путешествие по новому туристическому маршруту». Вот, то есть была идея в том, что советские люди могли поехать на этом лайнере, да, этот лайнер, этот корабль, и им не нужны были визы, потому что весь маршрут проходил, вот этот лайнер назывался Советский Союз, и весь маршрут проходил по воде, и они никогда не заходили в порты. То есть они никогда не ехали в Южную Корею, в Японию, Тайвань или Филиппины. Они только были на море. И это было зимой, да, то есть зимой в Советском Союзе холодно, а здесь, на Филиппинах, в Тайване, здесь очень жарко. Поэтому люди могли быть на лайнере, они могли отдыхать. И он понял, что это его шанс. Это его шанс, чтобы уйти из Советского Союза, убежать. Да? Он решил совершить этот побег. Вот. И в декабре 1974 года он купил билет на этот круизный маршрут теплохода «Советский Союз» и отправился туда. Вот. Его был план, что когда он будет проплывать недалеко от Филиппин, он думал, что он сможет проплыть 14 километров, да, только 14 километров, вот, до ближайшего острова. Он сможет выпрыгнуть из моря, и это недалеко, это очень легко для него. Однако он не смог рассчитать течение, и, как всегда, все пошло не по плану. Однажды поздно вечером, когда все тусовались, все были на дискотеке, пили алкоголь, веселились, он медленно подходил к краю корабля. И в это время начинался шторм, и волны были очень большие. И тогда он прыгнул. Он прыгнул, с собой у него была только маска, да, маска, были ласты, и все, да, и он прыгнул с корабля в море, в океан. Никто не заметил его, и корабль просто ушел, и он остался один в море. Однако в ту ночь были тучи на небе, поэтому он не видел луну, он не видел звезды, и он плохо понимал, в какую сторону он плывет. Поэтому ему было очень трудно, было очень страшно. Но он использовал свои тренировки, да, годы тренировок в воде, его изучение йоги. Когда он занимался йогой, он мог проводить очень долгое время под водой без воздуха. Он мог голодать очень долго, 14 дней. Он ничего не ел, ничего не пил до этого, да. То есть поэтому он был готов. Но, конечно, было много вещей, которые могли пойти не по плану. Также, когда он плыл, он чувствовал такую связь с морем. То есть он находился в таком состоянии я бы сказал, в трансе. Вот. И также под водой были медузы. Да, мы называем эти животные медузы. Вот, медуза. И это были недобрые медузы, то есть они его ужалили, да, так. И, конечно, это было неприятно. Вот. И он плыл один день,
и он видел вдалеке эти огни города, но они все еще были далеко. Потом второй день, вторая ночь, снова огни далеко, но когда ты смотришь, ничего не видно днем. И вот на третий день он все-таки наконец-то приплыл к острову на Филиппинах, и он был весь покрыт этими флуоресцентными планктонами. И когда филиппинцы его увидели, они были в шоке. Вот. И после этого ты думаете, что все, ура, свобода! Но не совсем. Дело в том, что филиппинцы подумали, что он советский шпион, поэтому его посадили в тюрьму. Да, он был в тюрьме, и он ничего не мог делать, он только там был, однако начальник тюрьмы, он ему понравился, и вместе с ним они немножко ездили. К тому времени он уже немного говорил по-английски, поэтому мог разговаривать с этими людьми. Но только благодаря тому, что он смог связаться с посольством, да, мы говорим посольство, он связался с посольством Канады на Филиппинах, и он сказал, что в Канаде живет моя сестра. И они смогли найти ее, они смогли ей позвонить, и она его выкупила из тюрьмы. Она купила ему билет за $2000 из Филиппин в Канаду. И в то время $2000 – это большие деньги. Это как сейчас $6000, да, или $7000. Вот. И он прилетел в Канаду. Но, казалось бы, все, свобода. Но жизнь была не такая простая. Ему пришлось начинать с нуля. Сначала он работал в пиццерии, но потом он смог устроиться в компанию, которая работала с морским оборудованием, с аквалангами. И уже потом, в будущем, он поехал в Израиль, и там он начал работать в институте, в морском институте. Он там нашел его новую жену. Интересный факт про него, что у него, когда он убегал из Советского Союза, у него была вторая жена, и у него был ребенок от первой жены. Но об этом часто люди не говорят. И я думаю, это очень важная информация, потому что люди, очень многие его критикуют, что он оставил его жену, оставил своего ребенка, и что он не храбрый человек, он на самом деле трус. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Да. И, конечно, его жизнь стала намного лучше. Он стал много времени путешествовать, проводить в разных экспедициях, в разных местах, в Тихом океане, там где-то еще, я не помню. Но, в общем, его мечта сбылась. Он стал видеть море всегда и везде. Вот. Однако он рано умер. Ему был 61 год, и он умер в Израиле на Тивериадском озере. Да, я написал, потому что я иначе бы не запомнил. По-другому называется Галилейское озеро. Там была какая-то тоже экспедиция, было какое-то оборудование на дне озера, и когда он провел слишком много времени под водой, он запутался в оборудовании и не смог выплыть. И когда его вытащили, уже было слишком поздно. Его жена использовала его заметки, его записки, которые он писал. Он писал разные записки, заметки его жизни, и из них вместе она собрала книгу, которая называется «Один в океане». Это очень классная книга, я всем рекомендую ее прочитать. Я ее прочитал сам, я думаю, 10 лет назад. Я не помню всех деталей, но мне она очень понравилась. Там он рассказывает не только про его историю побега, которую я сегодня рассказал, но особенно мне понравились его истории про его духовный рост, про то, как он занимался йогой, про его медитацию. Поэтому, если вам это интересно, я очень рекомендую это почитать. Вот. Но вот такая история. Это все, друзья. Спасибо большое, что смотрели мое видео. Расскажите, смогли ли бы вы сами сделать нечто подобное? Или слышали ли вы о таких же историях в вашей стране? На что вы готовы ради свободы?
Напишите об этом в комментариях. И, конечно, если вы до сих пор смотрите, не забудьте поставить лайк этому видео, я буду очень благодарен. А также, если вы хотите поддержать мой канал, вы можете стать патроном на Патреоне. А также огромное спасибо моим супер патронам, таким как Джоэл, Джефф, Джош, Лиз, Холли, Андрея, Брюс Ли, а также Майкл. Еще раз всем спасибо, до скорого и пока-пока.